Я вас приветствую на своем канале. С вами Валентина. Готовим белый хлеб. Нам понадобится 300 мл воды, теплой. Горячую не брать, потому что вы сварите дрожжи. Берем сухие дрожжи. Нам понадобится 7 грамм. Обязательно читайте на пачке на обратной стороне, сколько на килограмм. У нас с вами дрожжей 7 грамм. Я беру 2 чайных ложки. Если вы высыпете всю пачку, то будет вкус дрожжей хлеба. Невкусно. 1 чайная ложка соли. Весь рецепт будет в описании под видео. Загляните, посмотрите. 1 столовая ложка сахарного песка. Все перемешаем и посмотрим буквально минут 5, как у нас заиграет дрожжи. Прежде чем всыпать муку, проверьте активность дрожжей. Вот так они должны играть. Видите, поднимаются пузырики. Добавляю 1 или 2 ложки растительного масла рафинированного и 600 грамм муки. Я беру, меряю стаканами. Я вам также напишу в описании, сколько это будет стаканов. Пока что я всыпала 2 стакана. Сейчас примешаю и потом буду еще добавлять. Муку всыпаю порциями и замешиваем тесто. Тесто любит руки. Вы скажете, почему я одела перчатки? У меня накрашены ногти, поэтому я и одела перчатки. Чтоб что-то от ногтей не отвалился лак и не попал в тесто. Тесто очень хорошо вымешиваем. Вымешивать можно на столе. Это будет намного удобнее, чем замешивать в тарелке. Тесто не должно быть ни жидкое, ни густое. Оно практически не прилипает к рукам. Все, когда вымесили, накрываем какой-нибудь пленкой, полотенчиком, ставим в теплое место подниматься. Для подъема нам нужно от полчаса, но иногда бывает до 2 часов. Все зависит от дрожжей, какая у вас вода была, теплая или холодная, и от температуры помещения. Для теста я шила себе вот такую специальную шапку в технике лоскутная пицца, текстильная пицца. Очень удобно пользоваться такой накрывашкой, советую. Наше тесто подошло. Посмотрите, какое оно пышное стало, большое. Увеличилось в размерах. О, прелесть какая. Коврик слегка присыпаю мукой и выкладываю тесто. И нам нужно тесто немного помять. Делаем разные маневры. Закручиваем, вертим, крутим. Тесто любит руки. Тогда у вас выпечка будет очень мягкая, отличная. Форма у хлеба разная. Вы можете сделать круглый, скатать шарик, взять сковороду или противень, расстелить пергаментную бумагу и положить. Можно сделать буханочками. Ну, а я буду делать батоны. Кусок разделила на 2 части и теперь на противень расстелила пергаментную бумагу. Формирую батон. Вот так я его катаю. Если надо, немножечко мукой. Смотрите, чтобы он у вас ровный был. Кстати, так делают сухари. Тесто обыкновенное для хлеба вы берете, нажимаете посильней, раскатываете длинную такую колбаску, нажимаете для того, чтобы оттуда вышел воздух. Когда вы будете делать сухари, у вас не будет пустых мест, у вас будет, ну как, сплошной сухарик. И когда вы делаете сухари, вы выпекаете батоны, сразу их не режете, оставляете на ночь, примерно на сутки, чтобы ваш батон слегка подсох. Укрывать, накрывать не надо, прямо на столе оставляйте, или в пакете какой-нибудь, если у вас там какие-нибудь мухи летают. И потом, когда он слегка подсохнет, через сутки, вы нарезаете его, он так у вас не будет крошиться. А точнее, вы без труда его нарежете. Мягкий хлеб, он плохо режется, и когда делаются сухари, сухарики, они получаются из свежего хлеба некрасивые. А так, когда слегка подсушенный хлеб, они у вас будут ровные. Батоны обязательно кладем на расстояние. Ножом делаем надсечки.
Надо обязательно чем-нибудь прикрыть, чтобы тесто не заветривало, потому что мы с вами оставляем, ну, на минут 15, чтобы тесто наше поднялось. У меня появилась такая идея сшить такую штучку специально для противня, чтобы закрывать и чтобы тесто наше не обветривало. Эта идея воплотится в жизнь в ближайшее время на моем втором канале Валентина Никита, канал про шитье. Заходите, посмотрите. Тесто мое подошло. В этот раз тесто стояло у меня в духовке. Я включила духовку, чуть-чуть ее прогрела, выключила и поставила тесто. И буквально 5 минут оно у меня хорошо подошло. И теперь ставим в духовку, температура 180 градусов, ну, примерно 30 минут. Смотрите, по особенностям духовки, смотря какой хлеб вы сделали, большой или маленький, доводим до готовности. Перед выпеканием хлеба вы можете слегка смочить водой и слегка присыпать мукой. Посмотрите, испекла хлеб, вот такие красивые батоны получились. Но когда я вытащила из духовки, он был как-то некрасивый, я смазала растительным маслом. И сразу он засветился. Посмотрите, какой блестящий стал. Хлеб очень мягкий, но он еще горячий, поэтому я его не нарезаю. Отрезала несколько кусочков, но он еще теплый. Посмотрите, как он отпружинивает. Он возвращается на место. Он мягкий. Посмотрите, какой белый, красивый. Советую приготовить. Рецепт будет в описании под видео. Ну а вы заходите в гости, подписывайтесь на канал, присылайте смайлики и жмите колокольчик, чтобы не пропустить видео. У меня же простые рецепты. С вами была Валентина. Пока-пока.